Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале Видео Камора. Сегодня будет короткое видео о том, как сделать загрузочную флешку под Windows с помощью утилиты Ventoy. Итак, друзья, в поиске набираем название утилиты Ventoy. Переходим на официальный сайт разработчиков утилиты. Дальше выбираем последнюю версию утилиты. Из списка архивов операционных систем выбираем нужный нам архив, в данном случае Windows. Нас перенаправляет на сайт GitHub, опускаемся ниже и качаем нужную нам утилиту, в данном случае Ventoy для Windows. Открываем папочку с утилитой. Итак, друзья, я подготовил папку с нашей утилитой и операционной системой, которую мы будем устанавливать на загрузочную флешку. В данном случае это операционная система Windows 10. Итак, разархивируем данную утилиту в нашу папку. Дальше мы подключаем чистую флешку в наш компьютер. Данная флешка у нас чистая и она на 64 гигабайта. Открываем папку с утилитой и запускаем программу. Открывается программа, как вы видите, дорогие друзья, ничего здесь сложного. В меню мы можем выбрать подходящий язык. Также выбираем носитель, на который мы будем устанавливать данную программу. В данном случае это флешка 64 гигабайта. Тут будьте очень внимательны. Я бы посоветовал вам отключить все внешние накопители, потому что при установке утилиты программа форматирует данный носитель, чтобы не ошибиться и не отформатировать какой-то ненужный носитель с нужными вам данными. Поэтому отключите все внешние носители, жесткие диски, которые вам в данный момент не нужны. Ну а я в опциях выберу структуру разметки дисков на более новую GPT. Данная структура разметки дисков поддерживается новыми системами, но не поддерживается старыми операционными системами. Дальше мы нажимаем кнопку Install и устанавливаем данную утилиту на нашу флешку. Программа просит подтверждения, также просит подтверждение второй раз. Нажимаем «Да». Идет процесс установки утилиты, довольно быстрый процесс. По завершению программа нам сообщает, что установка произошла успешно. Нажимаем кнопку ОК. Также программа предлагает нам обновить утилиту. Но как видите, здесь одинаковая версия, поэтому мы выходим с данной программы. Далее заходим в наш компьютер и открываем нашу флешку. Далее я сделал два окна с нашей флешкой. Переходим в папку с образом операционной системы Windows. Выбираем нужный нам образ операционной системы и копируем на нашу загрузочную флешку. Процесс копирования файлов занимает некоторое время, поэтому здесь я ускорюсь. Скопировались файлы с нужной операционной системой. Копируем также на всякий случай образ 32-разрядной операционной системы. Процесс копирования на флешку не быстрый. Все зависит от скорости записи вашей флешки. Итак, файлы образа операционной системы скопированы на нашу флешку. Далее мы будем устанавливать Windows, для чего нам нужно будет перезагрузить компьютер. И при загрузке BIOS нам нужно перейти в boot меню и выбрать носитель, с которого мы будем производить загрузку нашей операционной системы. Чтобы зайти в boot меню на своем ноутбуке, я жму кнопку F12. Кнопка выбора boot меню для разных компьютеров может быть разная. Какую нажимать вам, дорогие друзья, уточняйте в характеристиках вашего компьютера. У меня ноутбук Acer Predator, и для моего ноутбука кнопка входа в boot меню это F12. Итак, друзья, попадаем мы в меню. Переходим мы во второй пункт USB HDD. Нажимаем Enter. Открывается у нас утилита Ventoy, и здесь вы можете наблюдать две операционные системы Windows 10. Это 64-разрядная система Windows и 32-разрядная система Windows 10. Выбираете стрелочками нужную вам систему и производите установку. В данном случае это Windows 10 64-разрядная. Нажимаем Enter.
Открывается установщик операционной системы, и далее вы уже делаете все пошагово, следуя указкам. Устанавливать в данном случае операционную систему Windows я не буду, мне это сейчас ни к чему. В данном видео был урок только о том, как сделать загрузочную флешку под операционную систему Windows 10. Друзья, я надеюсь, что вам было все понятно. Если у вас возникли какие-то вопросы или какие-то сложности, пишите мне внизу в комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Всем всего доброго, до скорых встреч на моем канале.